Если вы смогли открыть данное видео, а уж более того воспроизвести его, вы уже герой, и вам не требуется способа обхода блокировок, либо вам просто повезло и в этот день YouTube работал нормально. Приветствую, на связи Рублев. Я испытывал большое желание сделать данное видео в течение 2 последних недель, однако не представлялось возможности сделать его ввиду отсутствия личного времени. Постоянно список всякие проблемы или что-то еще, ввиду чего у меня попросту не было времени с вами поговорить. Давайте сегодня с вами обсудим блокировку YouTube в России, его замедление, попытки ограничить доступ к YouTube и прочие нюансы. Я хотел обсудить текущие проблемы YouTube и то, что может ждать нас в будущем, так как ситуация становится все более серьезной. Я хочу проинформировать своих зрителей о текущей ситуации с YouTube в России и рассказать о своих планах на случай блокировки. Хочу рассмотреть такие вопросы, как блокировка YouTube в перспективе на территории РФ, замедление YouTube, альтернативные площадки для размещения видео в РФ, их алгоритмика и другие важные для понимания нюансы. Говоря о том, какие изменения на YouTube я считаю наиболее значительными, я хочу сказать о нескольких вещах. Наиболее значительными я считаю замедление сервиса и новые законопроекты, которые в будущем будут приняты, и которые смогут значительно и существенным образом повлиять на работу контент-мейкеров и блогеров. Происходящие изменения могут привести к сложностям к доступу к моему контенту на сайте видеохостинга YouTube, и даже также тут роль играет нежелание переходить на отечественные аналоги, об алгоритмике которых мы еще поговорим. Какие меры я планирую принять в ответ на возможные блокировки? Я планирую рассмотреть альтернативные платформы для размещения контента и поддерживать связь с подписчиками через Telegram. Поэтому обязательно подписывайтесь на телегу. Ссылку видите на экране, и в описании к видео сможете ее найти. И по возможности постараюсь для вас оставаться только на YouTube, и не только на YouTube, кто будет смотреть не только на нем. Для тех, кто из принципа будет смотреть только на YouTube. Будущее моего канала в условиях этих изменений не определенно, но я постараюсь адаптироваться и продолжить создавать контент для своей аудитории. Итак, гайс, поговорим, собственно, о самом замедлении YouTube. Замедление YouTube приводит к тому, что видео загружаются медленнее, что ухудшает пользовательский экспириенс и снижает просмотры. Хотя я сходу могу отметить, что, к примеру, 1 августа был вообще глобальный сбой, не пойми из-за чего, и YouTube вообще не загружался. Я молчу про ролики на самом видеохостинге, ни в 144p, ни в 360p они не грузились, что бывает при обычных обстоятельствах и замедлении в 70%. Мои подписки продолжают активно выкладывать ролики, тот же Deadp47. Он в качестве эксперимента выложил ролик про отмену Мистера Биста и довольно успешно набрал хорошие просмотры. Несмотря на все вещи, которые сейчас происходят, но надо дать должное тому, что у деда аудитория во многом не из России, а из других стран, СНГ, Европа, США и другие страны. Процентов 20-30 у него из других регионов, не из РФ. Посему, по такому контент-мейкеру особо прямо, чтобы сказать капец как сильно ударить блокировка YouTube не должна. Однако, если это произойдет, то уже никогда не сможет набрать 1 миллион подписчиков. Он не сможет, и я не смогу, никто не сможет. Возвращаясь к блокировке нашего видеохостинга, с которым я знаком с 2012 года, нахожусь на котором с 2012 года как автор, хочу сказать, что у YouTube просто нет альтернативы. И на мой взгляд, блокировка очень необдуманное решение. К примеру, в случае блока YouTube пропадут тонны контента, который реально полезен. К примеру, образовательный и обучающий контент. Сегодня YouTube лидирующий видеохостинг в плане обучающих роликов. Пропадут такой контент, как мемы, контент развлекательного характера, много тонн полезного, развлекательного и практически полезного контента на YouTube. На YouTube никогда не будет загружено столько же полезных роликов, как на YouTube. О проблемах с замедлением уже успели высказаться пользователи МТС, Ростелекома и Билайна. Представители компании сообщили лишь одно, что сотовая сеть работает стабильно, и действительно наблюдаются проблемы с доступом к YouTube. Также это зависит от конкретного региона и провайдера. Одновременно со всеми происходящими событиями происходит такое, что теперь в будущем будут законы, требующие от блогеров с 10 тысячами подписчиков и более предоставлять личные данные, что убивает анонимность и усложняет работу. Более того, в случае репоста или размещения рекламы надо будет смотреть, есть канал, с которого вы хотите сделать репост в реестре блогеров или нет, находится автор канала на территории РФ или за ее пределами, и это только начало. Теперь пару слов о том, как при пользователях можно обойти ограничения и продолжать смотреть YouTube. Я сделаю, наверное, отдельный ролик про то, какие способы наиболее эффективные и какие работают и по сей день и будут работать в будущем, а также про то, какие способов работают и убирают наиболее эффективно замедление YouTube и его некорректную работу в области загрузки аватарок, шапок, превью и так далее. Честно скажу, с YouTube я не очень хочу куда-либо уходить, посему я продолжу выкладывать контент на этот канал и буду дублировать его в Telegram, и пока что на этом все. В случае блокировки я планирую оставаться все равно на YouTube. Благо у меня все есть для этого, и переходить на альтернативные площадки, пока там не появится нормальная монетизация и алгоритмы, я не собираюсь. В случае, если блокировка все же произойдет, обязательно подписывайтесь заранее на телеграм-канал. Там я буду не только дублировать ролики, но и рассказывать о жизни канала. Несмотря на тот факт, что на YouTube практически не заработаешь на рекламе Google AdSense, какую-то копейку до ролики мне приносили. А сейчас в случае блокировки альтернативные сервисы видеохостинги не могут предложить доходов тех, которые были у блогеров
до начала всем известных событий. Монетизация на альтернативных платформах значительно сложнее и менее прибыльна по сравнению с YouTube, но все же возможно. Основные сложности включают потерю части аудитории, сложности с монетизацией, необходимость адаптации к новым условиям работы и так далее, и последствия для блогеров в случае с полной блокировки YouTube. Блогеры могут потерять основную часть своей аудитории и доходов, что усложнит создание контента и ведение каналов. Как я оцениваю перспективу монетизации на платформах, таких как ВК-видео. Монетизация на ВК-видео значительно менее прибыльна и ограничена по сравнению с YouTube, что затрудняет заработок. Монетизация на YouTube, на котором отключена монетизация в российском регионе, из СНГ стран приносит больше, чем ВКонтакте будут платить за монетизацию полного РУ региона. Как ты думаешь, изменится русскоязычное интернет-пространство без YouTube или нет? Как я считаю, русскоязычное интернет-пространство может стать более разрозненным и менее активным без YouTube, что негативно скажется на развитии контента. Говоря обо мне, я горжусь своими достижениями, такими как рост числа подписчиков до почти 2000. Благодарен своей аудитории за поддержку и взаимодействие. Я на YouTube с 2012 года. Я помню взлеты и падения разных авторов. У меня самому было много разных каналов по разным тематикам. Я пробовал американский YouTube. Когда-нибудь я расскажу о своих старых каналах. Были каналы, на которых ролики собирали по 500 тысяч, по 200, по 800 тысяч. Сейчас же занимаюсь каналом чистого удовольствия, поскольку монетизация на рынке отключена. Но все равно обходные пути есть. Но сегодня не об этом. YouTube для меня и множество других авторов стал вторым домом. Стал чем-то большим, чем просто видеохостинг. А блокируя YouTube, законотворцы не понимают, чего они лишают миллионов людей, как мне кажется. Это исключительно моя точка зрения. В любом случае, посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Поживем, увидим, как говорится. Я же могу только предположить и предложить подписаться на телеграм-канал по ссылке на экране и ссылке в описании, чтобы продолжить держать с вами там связь и не терять друг друга. Берегите себя. С вами был Рублев. Здесь еще услышимся. Всем пока.